Пуся вредничает, да. Пуся не хочет сниматься на камеру, да. Пусечка не хочет, чтобы его снимали, да? Скажи, убирай свою эту штуку от меня, да. Убирай, убирай. Да, вредная пупусечка, ой, скажи, такая. Вредная, но такая сладкая зато. Мы хотим вам снять видео. Если Лекс не догрызет селфи-палку, то, конечно, обязательно снимем, да. Погода у нас сегодня дождливая. Мы хотели выйти погулять, но погулять у нас не получится. Поэтому будем снимать дома, пока у нас есть выходной. Вот. Но Пуся, конечно, пока вредничает. Да, Пусечка вредничает. Сейчас Пуся придет в расположение духа и скажи, мама что-нибудь снимет. Давай, Пуся, давай. Ой, вредный Пуся. Вредный Пуся. Вредный мамин Пусь. Ну, вредный мамин Пусь. Да какой сладкий. Скажи всем привет. Да ложись, моя пупунечка. Моя пупунечка устала. Устала хулиганить, да? Если честно, я вот так с ним и легла спать. Вообще мы очень любим именно спать с ним вместе в обнимку. У нас это любимое вообще. Калачиком. Поза свернуться в это. Да ладно. Да, и мама тебя любит. И мама тебя любит, да. Какой шершавый пилинг. Это очень больно, я вам сразу скажу. Вы не думайте, что это очень приятно. Это прямо очень больно. Это правда очень больно. Просто нетерпимо больно. Но мама, между прочим, терпит, потому что мама тебя любит. Да, мама терпит и любит. Давай, Алексей. Все. Мама тебя тоже очень любит. Очень любит мою папушу. Мы, если честно, хотели выйти погулять на улицу, но у нас испортилась погода, у нас идет дождь, у нас очень пасмурно, естественно, грязно. И мы решили с Лексюшей укутаться, вот, у меня шерсть во рту, укутаться в одеяло и лежать дома в кроватке, потому что, если честно, я очень много работала, у меня не было выходных, и я очень устала, поэтому я бы тоже не прочь полежать. Вот, сегодня я вам расскажу о наших планах, о нашей поездке. У нас внеплановая поездка, потому что мы никуда не планировали ехать в этом сезоне, но мне... И не только мне нужно перезагрузиться. Вот. У нас очень тяжелое трудовое время. Хочется все бросить и перезагрузиться. И так и решили сделать. Вот. Заведует у нас всегда поездками папа. Он у нас строит маршруты. Вот. И решено было ехать. Вблизи нашей области нет ничего такого достойного и красивого, поэтому решено было ехать на Южный Урал за красивыми видами, за хорошим отдыхом, за впечатлениями и так далее. Вот. Но мы решили немного расширить нашу поездку, наш маршрут, и у нас будет заезд на Айгир. Вот. Там у нас будет пеший горный маршрут. Вот, и основная, конечно, проблема у нас будет заключаться в том, что туда к основной точке, куда мы планируем на машине не подъехать, и нам придется либо очень долго идти пешком, порядка 12 километров, либо наш папа предложил
предложил, что мы доедем на электричке до определенной точки. И оттуда уже пару километров поднимемся. Если честно, мне не нравится ни тот вариант, ни тот, потому что с нашим табором и кучей вещей на электричке это, конечно, что-то с чем-то. Ну и так же, как 12 километров пешим маршрутом в гору со всем зверьем моем, это тоже, знаете, из ряда фантастики. Но, как я говорю, зато получится классный контент. Наверное, это будет супер приключение. Ну, а после Айгира мы, естественно, едем на саму реку Белую, и у нас будет сплав на катамаране. Вот. С Лексом мы были на Южном Урале, когда ему был годик. Вот, там прекрасная погода, отличные виды, просто все супер-супер-бупер. Ну, куда ты пошел, мой холёсий? Давай, гнездись. Сейчас наш мальчик загнездится, да. Он меня уже вылезал всю и вся. Вот. Выезд у нас планируется 3 июня. До 1 мы работаем, потом у нас день передых, сборы. И уже 3 мы планируем в путь. Примерно, верно, на 2 недели. Сама дорога у нас займет 2 дня в одну сторону. Все, зайчик улегся. Ну давай, мама вот так подвинет. Ну что такое-то? Подождите, настроимся. Алексюнь. Давай, мама вот так сделает. Ой, надеюсь, меня видно. То есть сам путь у нас будет, то есть у нас где-то 1200 километров. Маршрут мы подстраиваем под газовые заправки. У нас машина на метане, соответственно, мы делаем небольшой крюк из-за метановых заправок. Вот. И стандартно одна ночевка, потому что 1200 километров с животными мы не осилим, потому что животным нужно отдыхать. У нас будет одна ночевка на трассе, где-нибудь на природе. Мы едем полностью кемпингом, потому что вероятность, что мы снимем жилье с нашим табором, она просто отсутствует. Вот. Но и, если честно, не хочу снимать никакие квартиры в самом пути, потому что это очень по времени долго, пока ты там распакуешься, запакуешься, заедешь, выйдешь, ну это очень долго. Проще на трассе свернуть к какому-нибудь водоему, кинуть палатку, это намного проще. Вот, то есть сам путь у нас с одной ночевкой до места назначения. Ну а дальше у нас просто кемпинг, сплав, горы, живописные места, ну вот все как обычно. Вот, как нам нужно подготовиться? Ну, в первую очередь, естественно, мы готовим животных. Обработка собак от клещей. В поездку мы всегда усиленно обрабатываем. Несмотря, кстати, вот сейчас они у нас обработаны, они приносят каждый день домой клещей, хотя мы в городе живем. Лекс, я до тебя не дотянусь. Ну-ка давай, улягивайся. Вот, чуть мой маленький. Вот, улегся. Ну, для чего ты решил полезать-то на камеру? Ну и лежим. Ему обязательно... не надо маму кусать, маме больно. Посмотрите, что делает. Вот без зазрения совести вот так вот может прокусить руку. Пуся плохая. Я вообще сбилась с тобой. Пуся злится. Я называю это Пуся злится. Он чувствует, что я его снимаю. Так, подготовка. Ага. В поездку, значит, собак решено обработать симпарикой. Мы всегда были на Бравекто, но симпарика сейчас по отзывам мне больше нравится в плане воздействия почки и печени. И, естественно, я заказала симпарику. Когда она приедет, я вам покажу, сделаю отдельный обзор и расскажу о своих ощущениях. Второй момент. У нас есть GPS-ошейник, но он мне очень не нравится, я не люблю им пользоваться, но хочу в эту поездку его реанимировать
Если у меня получится, тоже сделаю тест-драйв этого ошейника, тестировать буду на собаках. Если все получится, я вам тоже сделаю по нему обзор. И, в принципе, если вам интересно, расскажу о плюсах и минусах, потому что мы его брали в несколько поездок, и, если честно, ни в одной поездке мы его не использовали. Ну и самый актуальный вопрос, как закрыть питание Лекса в поездках. Он всегда у нас прямо жестко, очень жестко актуальный, потому что это очень-очень сложно. В этот раз я планирую с Кирова взять живых перепелок. Сколько они протянут, не знаю, но будем надеяться, что большую часть поездки мы закроем. Следующий актуальный вопрос, который задают подписчики практически после каждой нашей поездки. Вот, допустим, что Лексу не нравится ползать в горах, ему надо бегать и так далее. Неважно, куда мы, ребят, едем, это горы, река или там леса, Лексу не бегать нужно, ему нужно охотиться. Он в каждой поездке включает охотника, и где бы мы ни были, он начинает охотиться. Вот, поэтому ему, в принципе, особо вот по большому счету все равно, где мы будем находиться. Главное, чтобы ему было на что охотиться. А в природе всегда, в принципе, неважно где, охотиться есть на кого. По-моему, сейчас охотится на мои ноги. Мне, если честно, так страшно, он может просто прыгнуть и укусить. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот такая у нас красивая спина. Прямо леопардовая. Он сейчас перелинивает и превращается в такого вот прям реально леопардика, такого вот хорошенького. Не надо мне ногу лизать, у тебя шершавый язык. Вот у нас, смотрите, какая красивая пупонечка. Мамина любимая пупонечка. Так, что еще вам рассказать? Так, выезд у нас 3 июня, это я говорила. Сборы. Собираем в первую очередь животных, потому что нам собраться, как говорится, голову собраться, подпоясаться. Мы не в первый раз в поездках, у нас все прямо, все как по пунктикам расписано. Вот. Ориентировочно на 2 недели мы уезжаем. Ну, естественно, там уже мы встретимся с вами, надеюсь, если будет связь в самой поездке. Если связи не будет, то уже после поездки. Вот. Кстати, да, о чем я не сказала. Вообще с Лексом, конечно, очень стало тяжело путешествовать. Он стал очень своенравный. Конечно, последняя поездка в Абхазию нам далась очень тяжело. Но в Абхазии, я вам сразу скажу, охотиться было не на кого. То есть там, в принципе, такой природы, где можно было на кого-то поохотиться, не было. Вот, поэтому буду надеяться на то, что когда мы приедем в нормальную природу, где действительно полно всяких мышек, птичек, ящериц, Лекс воодушевится, и мы нормально отдохнем. Вот, потому что когда он был маленький, вот до года с маленькими хищниками очень комфортно ездить, путешествовать. Они очень податливые, они не агрессивные, то есть вот ты ему сказал, пойдем туда, он идет туда, то есть они малыши, то есть игра, все такое. Когда после года он уже становится таким взрослым, обособленным, характерным мальчиком, вот. То есть если он не захочет куда-то идти, он туда не пойдет, то есть будет 2 варианта, либо нести, либо не идти, вот. Обожаю эту шпинку, обожаю эту попку. Вот, поэтому у нас основная затырка будет, то есть нам нужно будет идти по горам вверх, ну и посмотрим, смогет наш сервальчик или нет, но я думаю, смогет. Мы едем за отдыхом, за красивыми видами, за новыми впечатлениями, ну и, естественно, снимем вам очень-очень много контента, поэтому, ребята, следите за нашими новостями, вот, до новых встреч, пока-пока.